Вышел погулять по окрестностям. Здесь везде терн растет. Он уже вполне себе спелый. Вон Антон внизу снимает меня на камеру. Балка из ракушечника в земле, и кованый гвоздь из нее торчит. Под толстым слоем земли спрятаны кусочки керамических сосудов. Это совсем неплохой. Обнаружил грот. Сейчас попробую туда просунуть камеру на палке. Доисторическая кладка. С одной стороны руины, а с другой наша бухта.
все-таки удалось мне поближе подобраться к этим пугливым птицам. И в память об этом поставил перышко на шляпу. Вдыхаю полной грудью, не могу никак надышаться здесь. Возвращаюсь к лагерю и обратной дорогой решил спуститься в каньон. Осталось еще немного, я уже почти вернулся. Милости ему не следует ожидать от Иерусалимского судилища. И тем не менее по-человечески дивился и поражался свирепости и неверности толпы, будто бы никто из них до этого не догадывался, что он бродяга, будто бы до этого не они внимали, затаив дыхание, его проповедям во храмах и на площадях, будто бы это не они ликовали, когда он въезжал в городские ворота на серой ослице с молодым осликом позади, будто бы не они с надеждой провозглашали, кидая под ноги ослицы цветы: «Осанна, сына Давидову, Осанна, Вышних». Теперь он скоро стоял на разодранной одежде перед Понтием Пилатом, ожидая, что последует дальше. Прокуратор же был сильно не в духе, и прежде всего, как ни странно, он был раздражен на себя, на свою медлительность и необъяснимую нерешительность. Такого еще с ним не случалось, ни в его бытность в действующих римских войсках, ни тем более в бытность прокуратором. Вместо того, чтобы сходу утвердить приговор Синедриона и избавить себя от лишних трудов, он затягивал допрос простейшим образом. Коля читает нам вслух плаху Чингиза Атматова. Стоит ли этот шут того, чтобы с ним возиться? Полное презрение и жалости, оглядывая стоящего перед ним незадачливого пророка с ног до головы. Тот стоял перед ним, понурясь, нескладный, длинношеей и длинноволосый, с разметанными кудрями, в разодранной одежде, сой, сандалий, доверившиеся тебе люди этого дня, чтобы удостоиться вечного покоя. Позволь мне высказать вначале, как я на это смотрю. Расчет твой прост. Ты рассчитываешь на то, что каждый хочет на том свете удобной жизни. Так просто заманить его посулами, он даже там, в загробной жизни, побежит за тобой, как собака. Ну, допустим, пусть будет так, как учишь ты, пророк, но твоя жизнь уже на исходе. Продлить ее ты можешь только беседой.
я мог бы и вовсе ее не продлевать. Так вот, допустим, твое учение верно. Тогда скажи, когда наступит тот день второго твоего пришествия, если ожидание будет длиться долго, невообразимо долго, то зачем это человеку? Ведь в том, что не исполнится в течение жизни. Давайте. О, видно, да, руки. Ну просто представьте себе музыку. Та-та-да-да. Ну, напевайте. Та-та-да-да. Та-та-да-та-та-да-та-та-да-да. Та-та-да-да. Та-та-да-да. Та-та-да-да-та-да-да-та-да-да. Мерещится то ли большая, то ли малая медведица. Ну все, классно.